Всем привет! Мы продолжаем проходить Resident Evil 4. У нас идет по счету уже 3 глава. И идем на кладбище. Поехали. Вооружение, что у нас? Ага. У нас, значит, арбалет в руках. Я тут еще в конце прошлого стрима сделал сколько-то стрел. Штуки 3, по-моему. Что-то аккуратненько так крадусь. Тут же никого. Здесь мужик что-то могилу какую-то копал, я его грохнул. Вон он лежит, отдыхает. А вот и домик. Давай сначала к домику подойдем. Порох. Неплохо. Опа, спрятался. Ай, тихо. Не шевелись. Так, ну стрелы, слушай, неплохо вроде так ушатывают. Стрелы нормальная тема. Будем, наверное, пользоваться почаще. Когда уже патронов некуда будет девать, тогда будем патроны использовать. Патроны оставляем на всякий случай. Так, где-то я тут слышал скрип. Где-то есть сокровище. Плохо видно. Пойдем на шум. Так, теперь оно где-то с левой стороны. Вот оно. Иди-ка сюда. Слушай, стрелы вообще не тратятся. Запихать некуда, да? Ладно. Я уже все продал. А где все остальные? Кстати, в оригинале я помню то, что какое-то задание было по поводу вот этих вот надписей. О, ворона. Иди-ка сюда. Ну, тихо. Не попал. Может, ближе подойти? Или она бронебойная? Но стрелы хотя бы остаются. Бля, я не пойму, почему-то ее не сбить. Угу. Где стрела? А вот она. Очень экономно со стрелами получается. Ну, наконец-то она подохла. Так. У меня куда-то одна стрела пропала. Я ее где-то потерял. Может, она за ограду улетела. Так, ну вроде все, шума я не слышу, никто вроде больше не нападает. Пойдем в ограду ломиться. Блин, а что за загадка-то была вот с этими, с одинаковыми символами на могилах? Может, где-то описание надо взять. Ладно, пошли сюда. Надо же, не заперто. В оригинале, кстати, не было такой решетки. Гнездо, это Кондор-1. Церковь заперта. А орленок? Орленка пока не нашел. Но они тут все полностью перекрыли. Ясно. Думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я проберусь туда. Кондор-1, конец связи. Ну, в саму церковь мы еще не скоро попадем, это точно. Просто так меня туда не пустят. Оп, сундучок. Кольцо с красным камнем.
Продадим. Жалко, этот камень нельзя выковырить и другой поставить. Угу. Где стрела-то тогда моя? Она куда-то исчезла, просто в воздух улетела. Да, бесшабашно просто стрелами не постреляешь, потому что ну, ты их потом просто можешь не найти. Лучше стрелять конкретно во врагов. Ага, тут закрыто? Закрыто. Значит, с другой стороны открываем. Хотя, по-моему, в оригинале тут был проход. Вот тут. Ну, открывай. Еще и вниз можно пойти. Очень интересно. Вредитель явился извне за девчонкой. Запри ее в церковь и жди. Короче, вредитель явился и извне за девчонкой, запри ее в церкви и жди приказов нашего владыки. До той поры не открывать церковную дверь. Ключ будет лежать в пещере на той стороне озера. Чудовище прикончит того глупца, чужака. И вот здесь у нас чудовище. Ну, я помню про... Надеюсь, больше сюрпризов не будет. Угу. Помню про Дельгадо. Заприте ее в церкви до назначенного часа. Хорошо. А есть что-нибудь еще? Тихо. Он резко дергается. Так, это масштаб повернуть. Угу. Ладно. Ключик. Да, давай используем. Желтый алмаз. Раньше за него 3 шпинеля просили. Это все проходы, которые открыты? Ну, тут еще можно пройти. О, вон там задание побочное лежит. Так, тогда мы в подпол пока не полезем. Мы давай сейчас... Ой, еще и наверх можно. Давай все осматривать. Элегантная заколка. Ничего такого необычного. Кольцо какое-то. Ладно. Материалы. Вот оно, задание. Эти вероломные близнецы потеряли право на покой, когда связались с проклятыми сектантами. Кто-нибудь, прошу вас, уничтожьте эмблемы на их надгробиях. А какие именно? Давай сейчас я наверх поднимусь, посмотрим и пойдем обратно на кладбище. Смотреть на надгробие. Какие-то из них должны быть одинаковые. Хотя я не знаю, там вроде все одинаковые. Ну, в смысле, попарно. Турурум. И проверять. Угу. Может быть, они пустые должны быть в центре. По-моему, в оригинале, кстати, можно было читать, чья это могила. Так он просто трогает ее. Ну вот, типа, две одинаковые. Вот тоже две одинаковые. И что-то ничего не пойму. Как это задание делается. Вот одна пустая.
Ну, допустим. Ну, вот они, две парных. Раз. Два. Так, Так. Может быть, все парные перестрелять надо? Попробуем. С ним какие-то взаимодействия не было, кстати. Ладно. Что-то не пойму, выполнил это задание или нет. Подождем, проверяем. Документы, вот. Ну все, прогресс 2 из 2. Ладно. Все так все. Ну, кстати, когда ворота открывают чем-то, мне Bloodborne напоминает все это дело. А где тут проход-то был? Вот. Короче, сохраняемся и давай в подвал потащились. Хранилище. Угу. Музычка, конечно, ностальгирующая. В гробах ничего нет. Хотите? По классике, да, мы по этому мосту бежали, а вот этот проход. Подожди, я могу его открыть? Вот, давай срезочку себе сделаем. Все. Так или иначе, мы будем в церковь это возвращаться. На мосту было задание. Медальоны там отстреливаешь, синие. Озеро. Ну, Адель Лага, соответственно, это чудовище озера или что-то такое. Угу. Все, меня спалили. Дружок, ну ты охерел вообще. Давай, наверное, патрон с пистолета его грохнем. О. Бесславно погибший чувак. Так, ну -1 это точно. Второй. Там он мутировал. Я понял. Можно, конечно, с винтовки этих ребят положить, но винтовочные патроны дефицит. Все. Вроде закончились. Нож. Отлично. Переплавим потом стрелы. Бля, еще один. Ну чё? Почему ли он тут? Быстрей. с дороги. Все. Быстро подох, слушай. Подожди. Там змея, что ли, была? Вот она.
Эй, тихо, змей надо по заданию убить. О. Собрал я 2, надо 4. Оказывается, тут змеи, они здоровье пополняют. В оригинале такого не было. Все это тупик, да? Нужно там наверху ее уронить. Я понял. Там еще кто-то ходит. Да не ори ты. Ах ты, сучонок. А где он? Бля, они тут опять со всех сторон. Подожди. Бля, не закидывают тебя молотом. Ты смотри, какие, а. Ладно. Будем их ждать на углу. Как-то так. Ой, упала. Простите, она упала. Я бы все равно, наверное, пнул ее, она бы упала. Хоть не в меня. Подохла? Вроде все. Слушай, она ну та хотя и упала, но все равно у нее этот. С нее деньги вывалились. Так, и это еще не все. Блять. Откуда вот он меня видит? Да в очко ты себе этот молотов засунь. Где он, я не могу понять. Вот он, где-то тут. Какие дела? Ай, блядь. Все, вроде. Не, он еще мутировал там. Сейчас подойдем. Я вот думаю, если есть арбалет, то можно, в принципе, чтобы место не занимали, гранатные гранаты всякие выложить. Хранилище потом, наверное, пригодятся, может быть. Нет, так продадим их. А денег же больше будет. Правильно? И место. Все равно я ими не пользуюсь. Мне как-то больше импонирует их по одному вырезать. Вот откуда они там берутся? Они идут сзади меня, я что-то не пойму. Я, пожалуй, бочку оставлю. Сейчас еще третий придет. Ирак. Еще живой, ты смотри. Сжать. Ну так примерно. Угу. Пару ножей, слушай. Так, а это что, никак не опустить, ничего? Пока, видимо, нет. Может быть, потом. Или это всегда обходить придется. Мы же еще назад пойдем, правильно? Угу. В общем, эта штука с факелами и всякими осветительными приборами, как в оригинале, не работает. Там, кстати, мина стоит. В оригинале можно было там всякие факела стрелять и получать за это награду. Тут такого нет. Аккуратно. Оп. Чик. Что это, стул такой? А, нет, это. Как вот, тележка. Мы сюда обратно пойдем. И там, кстати, задание есть побочное. Ну вот оно.
Давай-ка мы покрафтим, пожалуй, что-нибудь. Это не помещается. Да, пистолетные патроны. Раз. И все. Материалов нет. Подожди. Давай стрелу сделаем. Это бонус. Еще 4 стрелы, что ли? Да ладно. Неплохо. Ты удачно зашел. Здорово, Валь. Проверяем. Что у нас есть? Угу. Давай, наверное, сначала пока что походим. Да кто ж способен поднять такую штуку? Здоровенный гоблин. Давай сначала, короче, тогда походим с арбалетом. Ну, резик. Мне оригинал, скажем так, я средний к нему отнесся, к оригиналу, потому что 4-я часть, она такая вся в коричнево-серых тонах была, и немного глаза от нее уставали. И мне показалось, она затянутая. Но вот этот ремейк как-то получше затягивает. Так, уничтожьте синие медальоны, да? 5 штук. Кто-нибудь может уничтожить эти синие медальоны? Только вид портит, сил моих на это нет, нет это терпеть. Карьер и рыба-питомник. По-моему, задачка усложняется. Карьер. А где у них карьер вообще находится? Ага. Рыба-питомник тогда. Где-то тут. Так, подожди. Всех ворон не грохнуть. А мы попробуем. Что, мне граната, что ли, лишняя? Попробуем, как в оригинале, швырнуть, короче говоря, гранату, чтобы всех ворон 3 зацепило. Так. Ну и примерно вот в центр ее. Чик. Я еще собак разбудил. Ну ладно. Ну, слушай, в принципе, арбалет то же самое, что и этот, какого. Я их немножко подкачал, конечно. Но арбалет то же самое, по сути, что и пистолет. Только ты стрелы можешь забирать. Тихо, блять, она меня прям ждала, я не успел поднять. 100 миллион медлительный. Все. Подохло. Так, еще ворона. Бля, ну тут гадалки не ходи, надо кинуть. Вот так же в центр. Чик. О, сколько добра-то. Я лучше гранату потрачу. И еще ворона. Сколько штук их осталось? Остальные остаются на месте, слушай. Вообще балдеж. Как экономненько, да? Не знаю, может быть они не разлетались, потому что я стрелять по ним не начал. Ну, в смысле, из огнестрела. Сапфир. Сколько с них вкусного выпало. Так, а там у нас рычит это гоблин здоровенный. Я вот тоже не знаю. Но мы, по идее, в оригинале вот прямо здесь с ним дрались. Только когда я назад шел, после Дельгада. По крайней мере, если мне память не изменяет. Все вроде. Вон. Сокровище. Надо бы чем полечиться. Рубин. Ну-ка по карте. Вот тут отмечена синяя штука. И она у меня где-то за спиной.
Это получается вот тут где-то, возле дверей, да? Почти слева. Значит, где-то тут. Погоди. Теперь правее. Ничего не пойму. Так, ладно, хрен бы с ним, с медальонами. В домиках-то есть что-нибудь? По-моему, в оригинале в эти домики можно было заходить. Ну нет, так нет. Так, вот он медальон. Нет, пожалуй, лучше мы вот так сделаем. Чтобы уж наверняка. Оп. Это первый. Остальные 4 штуки дальше. Главное, почаще просто надо на карту смотреть. Будет норм. И чё, и никого нет? Угу. Вот, слушай, а у меня ключ этот остался еще. Ключ с символом. Странный. Не знаю, может потом где-то найдется этот ключик. А может это сделано чисто на реиграбельность. Ну, типа, пару раз пройдешь игру, тогда можешь все собрать. Сейчас будем смотреть, что продавать. Потому что чемодан-то тоже не резиновый. Я думал, тут торгуют. Где торгаш-то? Ну ладно. Что я не бегаю, такой крадусь аккуратно. Вон там проход. Шестигранная деталь А. А, это от церкви наверняка, да? Смотрим. Не факт. Ладно. Серьезно? Лифт еще какой-то? Зачем? И тут спуск. Что-то ходов вообще тут полно. Так, ладно, давай тогда по порядку. Просьбу, да? Да. Совет торговца. Как подзаработать? Зачем отправлять бесполезные пушки пылиться на склад? Продай их и вложи эти деньги в улучшение для оружия, которое тебе действительно нужно. Продавая оружие с улучшениями, ты вернешь почти все потраченные на него средства. Все честно, никакого обмана, дружище. Мы все горим желанием тебе помочь. А по твоему лицу это вижу. Тут оружия хватит на целый отряд. Угу, только никто не дает. Бесплатно его. Кстати. Угу. Ну давай. Славно. Я продаю много отличных товаров, чужак. Хорошо. Кстати, не густо у него за вот эти вот выполнения. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Это на пистолеты, да? Ну, я бы не сказал, что он прям очень нужен. Каратель. Ну, не знаю. Потом, если что, ладно. Так, давай, это продаем. Потом это продаем. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Пожалуй, рубинов парочку можно продать. Сапфиры редко падают. Давай по одному оставим, чтобы, если что, в сокровище запихать.
Да, гадюку. Так, световую гранату точно я не пользуюсь ими. Все остальное сейчас в утиль попрем. Да, все, давай продаем. Я знал, что ты все сделаешь. Улучшить. О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Согласен. Так, давай, наверное, арбалет прокачаем. Это полезно. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Световая граната. Ну, это точно У не меня все пригодится. товары высшего качества, уверяю Я тебя. понял, не ори. Так, боезапас, перезарядка. Если Скорострельный. хочешь Давай остаться скорострельный. в живых, попробуй-ка это. И вот так. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Я просто не особо вижу резона прокачивать сейчас максимально вот именно это оружие, потому что ты же его продашь. О, И будет другое что оружие. может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Мгм. Итак, Да всё, чем кажется. я могу тебе помочь? Да все больше. Ничего такого. Приходи в любое время. Охота на гадюк, 1 из 3. А то, что, видимо, я тогда гадюку одну сожрал, это не засчитали. Или что? Я не понимаю. Странно немного задание было. Ты их, этих гадюк, типа, ищи везде, но только ты их не везде сможешь это продать. Или что, их продавать надо, или они так считаются? Это вот я не понял. Ага, бинокль. Чтобы спуститься вниз. И вот эта лодка. Но это сюжетный проход. Рыбаки? Сомневаюсь. Хоронят кого-то. Блять. Похоже, копа, с которым мы приехали. А его сейчас жух и съедят. Ну, Что за хрень? меня предупредили. Предупрежден, значит вооружен, да? Что за хрень? Это Дельгадо, мать его. Пошли назад. Там еще есть несколько проходов. Сейчас сначала на лифт поедем. Посмотрим, что там. Чего-то же он есть. Это тир. Кажется, ты в первый раз оказался. Не знаю. Я не очень-то хорошо стреляю. Попробуем. Торговые автоматы. Опустить торговый автомат 3 серебряных или золотых жетонов можете получить одно украшение. Чтобы повысить шанс получения редкого украшения, используйте больше жетонов. То есть, мы стреляем в тире, получаем жетоны. Когда мишени вылезают, их нужно И как в автомат запихиваем эти жетоны, и нам падает вот в этих капсулах какое-то рандомное украшение. Хорошо, я тебя награжу всякими разными штуками. Набери как можно больше очков, уничтожая пиратов. Оружие и боеприпасы бесконечные, к тому же бесплатные. Набирая очки, ты зарабатываешь жетоны, которые дают возможность выиграть восхитительные призы. Обменивай жетоны на украшения в торговом автомате. Там много ценных вещей, которые ты больше нигде не найдешь. Согласен. Стреляй в динамит. Взрыв позволит уничтожить сразу несколько мишеней. Будь внимателен, за попадание в матроса у тебя отнимут баллы. Некоторые мишени нельзя сбить одним выстрелом. В них нужно попасть несколько раз. При выполнении определенных условий появятся бонусные мишени. Однако эти условия всегда будут разными. Развлекайся. Ладно. Хорошо. Будем развлекаться. Попробуем, что пострелять-то. Мишени рано или поздно исчезнут. Не отвлекайся на мелочь, иначе упустишь главную цель. Угу. То есть. Максимально надо попасть. Что, не менее 7000, да? И тебе дадут хороший жетон.
Плюс еще за каждую 1000 тебе дают обычный жетон. Давай попробуем. 2, 1, огонь! Огонь по своим, чужак! А. Придется тебя за это оштрафовать! Давай заново. Я понял. Среди мишень 3, 2, 1, огонь! Восторг! Заряжай! Как скажете. Вот так! Друг, да ты виртуоз! Ну и все! Сколько я заработал? Почти. Почти. Давай еще раз попробуем. Ты превзошел все ожидания. Угу. 3, 2, 1, огонь! Вот так! Чудно! Заряжай! Ну. Чё не попадает? Ай, быстро. Вот и все! Похуже, да, справился, по-моему, да. Пользуйся раз! 3, 2, 1, огонь! Отличный выстрел! Заряжай! Да, бля, мне коврика не хватает. Ну. Ай, Конец игры! там музык еще был с этим. Че, прям почти. Так, сейчас я коврик подвину, а то мне не хватает его. Может быть, в этом дело. А у тебя А может, я талант. просто криворукий. Выстрел из винта. 3, 2, 1, огонь! Друг, да ты виртуоз! Вот как надо! Чудно! Заряжай! Восторг! Вот так! Бля, в последнего не попадаешь. Чуть-чуть осталось. Должен сказать, мы недооценили тебя. 3, 2, 1, огонь! Вот как надо! Да хана, что надо-то, я уже в бонус не попал. Заряжай! Отличный выстрел!
Да, блядь. Ну и все. Все равно плохо. А у тебя талант. 3, 2, 1. Огонь! О, восторг! Вот как надо! Друг, да ты вернулся! Заряжай! Видишь, может быть, стрелять научусь. Ну. Вот и все! Плохо. У меня не хватает патронов. Должен Блин, когда ж сказать, там-то мы перезаряжаться-то ценим надо? тебя, друг. 3, 2, 1. Огонь! Отличный выстрел! Вот так! Заряжай! Ну и чё? Ну, тут все, тут в тайминг не попал, хана. А у тебя талант, А, друг. сложно. Мне сложно. Мишени рано или поздно. 3, 2, 1. Огонь! Отличный выстрел! Вот как надо! Заряжай! Вот так! Ты ждал этого! Да, наконец-то. Куча мишеней! А, продолжаем, что ли? Конец игры! Что какое-то продолжение еще было. Ранг S, хорошо. Слов нет. Так, я, наверное, потом. Буду ждать тебя снова. Потом еще попробую на игре B и C. Сейчас уже не будем на этом зацикливаться. Украшения. Вы можете выбирать украшения в меню, изменить кейс в любой печатной машине. Что это такое? Брелок какой-то? На чемодан. Черный окунь. Редкая. 100% эффективности лечения с помощью черных окуней. Ну и фигня. А, за 3, да, обязательно. Ладно. Как-нибудь сходим, может. Может, даже на обратном пути. Привет, чужак. Так, вот тут что-то не сказали мне про кейс. А где мне рыбу дали? Ладно. А, вот, изменить кейс. А это откуда? Надеть.
Патроны пистолета редко. Плюс 30 к бонусу при создании патронов для пистолета. Вот оно что. У меня еще тут какие-то были эти. В центре. Ну, я окунями не буду лечиться, это точно. Сейчас посмотрим, что тут. Ключа-то нет. Тихо. Где-то тут у нас куколка стоит. Где эта кукла? Фонаря жалко нету. Может, она на улице вообще? Не, здесь ее не слышно, по-моему. Нет, так звук четче, кстати. Вон она. Вот. 16 кукол еще. Ну, точнее, 14. 14 кукол. Но, кстати, это минус... минус одна стрела. Она куда-то улетела. Ну, так как мне нож дали, так что нормально. Угу. Ну, мы потом сюда поедем. Скажем так, на обратном пути, наверное. Все, пошли обратно. Я, пожалуй, наверное... А, нет, хотя мы все равно тут будем. Проверяем. Точно? Не работает. Все, хана стрела. А, вот он. 17 стрел, слушай. Так, ну вроде я все проверил. Пойдем. Чудовище мочить. Еще какой-то проход. Если надо заправить лодку, топливо для лодки хранится рядом с горючим для генератора в производственном здании рыбопритомника. Бери не больше, чем тебе нужно. А в оригинале, кстати, не было даже намека на заправление лодки, она и так работала. Рыбопитомник, хорошо. А, так, а вот это куда ведет дорога тогда? Угу. А, я же говорю то, что мы тут так или иначе появимся. Так, подожди тогда. Тогда подожди. Сейчас спустимся вниз, чтобы потом обратно наверх подняться. Сейчас мы просто здесь этот пятачок осмотрим. Потому что там, наверное, мы надолго пойдем в ту сторону. Сейчас, наверное, давай крафтом. Да, как раз места нету. Так. Давай создать красное-зеленое. Тут же ее используем. Потом крафтим патроны. У меня их 43. Вот эти давай. Дробовик штука хорошая. И стрелы, да. Все. Больше ингредиентов-то и нету. Проверяем. Свободное место-то побольше. Я не могу их перемещать, что ли? Вот. Надо просто потянуть. Не очень, кстати, удобная штука тут. Так, патроны, да?
Крутим. Порядок сделаем сейчас. Это сюда. Нож в сторону. Сколько у меня спреев? Можно было бы, кстати, половинку-то выложить. Ладно. Все, вроде норм. Уже почище. Но это все равно не отменяет того, то, что придется покупать новый чемодан в скором времени. Так, у нас вот здесь какой-то жетон. Причем очень рядом. Хорошо, что я вспомнил про него. Где он тут? Может, он под мостом? Бля, где он? Получается, вот тут. Внизу, вверху. Где же он? Сейчас посмотрим его под мостом прям. Вот он. Так, стрелу я тогда не достану. Давай с пистолета. Вот так. Так, вот, ключ снудам. Да кто же бак пустым держит? Лодка пустая, сейчас заправлять надо. Я везде был. Не везде зашел. Что тут такое? А, ну просто деньги, да? Понял, принял. Все, пойдем заправлять. О, кстати, вот это что такое? Ага. Пазл еще. Надо еще два этих. Две штучки таких. Полностью, чтобы собрался, и потом будем пазл собирать. Бля, ненавижу эти пятнашки. Они у меня как-то просто случайно решаются всегда. Вон еще один жетончик. Давай-ка, пока я его вижу, мы его того самого. Так. Ворону. Что мы еще тут видим с этого ракурса? Все вроде. А, не то. Карта. Ну, не дальше. Вот тут вот 2 жетона. Упс. Блять. Согласен. Мать вашу. Полностью согласен. Вашу мамашу, куда я упал? Лысый, блядь. Еще. Бабки по 3 патрона влезает. Не, давай грохнем ее. На пику у меня точеную посадил. Тихо, я успею. Вот так вот. Давай. Давай, сука, ты хотел. Но это еще не все.
Очень странно, я даже не сдвинул на миллиметр прицела. А в нее все равно не попал. Может, я косой? Ну чё, где он? Бабуля. Наверное, не успею, да? Не успею. Блять. На-ка тогда. Нож в печень никто не вечит. Ну и за это я нож кухонный также получил. Нормально. Я думаю, нормальный обмен. Я ей нож в шею, она мне целый отдает. Тут вот я стрелами разбрасывался. Бля. Где-то одну потерял. Там, кстати, Минотавр ходит. Вот она. Стрелы важно найти. Сколько у меня, интересно, стрел на Минотавра уйдет? Или с дробовика его? Под щучью голову. Давай с дробовика. Веселее будет. Тихо. Ай, тихо, 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 тихо. Все, змею отдадим. По квесту. Бабуля, привет. Как тебе живется без головы? Бабка совсем голову потеряла. А где Минотавр-то? Шел куда? И че, я шумом никого не привлек? Странно. Раньше они прям все сбегались на шум. Вот. Ой, тихо, тихо, тихо. Вот так, бам. С дороги. Скопытили, товарища. О, подожди, ему еще можно. Тихо, тихо, тихо. Все пошло не по плану. Вот так вот. Он еще живой, смотри. Дробаш, как терминатор перезаряжает. Прикольно. Ну все, остальные там мелкие остались, враги. Я вот думаю, что гранатки мы, пожалуй, переложим в другую эту. Где-то тут у нас... А, нет, еще дальше. Жетоны еще дальше. Давай, наверное, с пистолета, хотя... Чё бы винтовкой не попользоваться, да? Я ее что, зря покупал? Бля, вот это косяк, кстати. Да? Пользовать? Прям ебальничек. Все? Этот дружок больше не встанет? Хорошо. Можно и по низу пройтись, и по верху. Давай, наверное, по верху. Не все будут явно в воде стоять. Скорее по верху будут стоять все. Как говорил Мимино, я так думаю. Угу.
Я думал, как-то это дальше уходит. Я туда пришел, да? Ну-ка, давай посмотрим, что мы тут можем разглядеть. Хотя, это так все видно. Вроде никого. Здесь еще как-то можно пройти? Я там гнездо, кстати, сшибал. Привет, Андрей. Где гнездо? Вот это? Ага, там мина. Я слышу. Аккуратно. По низу, что ли, вот так пройти? Тут же у нас обрыв, правильно? Дела отлично. Вот привыкаю к 4-му резику. По крайней мере, мне нравится игра. Как бы дело того стоит. Гораздо лучше оригинала. Ну, на это вкусовщина все-таки. Как сам? Они уже начали меня окружать. Не, подожди. Подожди. Блять, прям в топор. Ай, тихо, поторопился. Мне Вилледж тоже не понравилось. Особенно, когда вот предпоследний босс, там, вы каких-то мехароботов залазите, и там пиздец вообще какой-то. Слили рано Димитреску. Если бы вот они всю эту лямку тянули с Димитреско, которую они, собственно, которая очень хорошо вывезла на рекламной кампании. Ну, как бы они, считай, ее чаще всего, наверное, рекламировали. Я думаю, было бы лучше гораздо. Странный ход. Димитреску сливает как первого босса. Она могла бы всю игру затащить. Ну, это ж типа аналог Немезиса. Блять, бабка живучая какая-то. У этой курвы 3 стрелы моих еще. Блять, ну ты не шевелись. Просто как подушка для булавок. И быстрей. Бля, долго заряжается. Жопа тут. Ну на тебе нож тогда, что делать. Сука, еще жива. Три стрелы. А, ну все верно, верно. Сколько потратил, сколько поднял. А так вообще, если все резиденты вспоминать, ну, все по-разному, как бы. Вот мне, допустим, Вероника не зашла. Кому-то эта Вероника охуительной самой игрой считается. Я так уже ждал, когда она закончится. Ну, типа, скорее бы, ёпта. Так, вон там друзья ходят. Что я не могу понять, как у нас вообще этот уровень устроен. Капитан Сполдинг. Это для тех, кто смотрел Дом 1000 трупов. Так. Блять, мимо. Ну давай. Не, у арбалета определенно надо качать скорострельность. И перезарядку. Это важно. Если пистолет еще норм, то арбалет он очень медленно действует. В определенных фишках это может подвести. Бля, ну они тут, конечно, лабиринты сделали.
Да, кстати, и в оригинале тоже тут много бегаешь, вот именно в этот участок игры. Так, можем как-то сюда подняться? Нет, тут только прыгать. А как-то да. Ага. Ну чё, где все-то? Я вот специально вглубь туда не захожу, чтобы попадоса не было. Как хотите. А, змей пока постреляю. Кстати, еще пару штук и все, ну. Одна, наверное. Еще одна змея и побочка будет выполнена. Вот они. Да-да-да. Черт! Ой. Че перезаряжаться-то автоматически не стал? Не. Так, давай, отступаем в то место, которое знакомо. Все. У мужика должно быть 3 стрелы. 4 даже. А где еще дед тут ходил? Вот. Я думал, не попаду. Куда-то в ухо ему прилетело. Бля, мимо. О, и ногой. Все. Откис, дедуля. Это берем. Стрелы берем. Все вроде. Вон еще кто-то там рычит. Главное, чтобы они не окружали. Конечно, тут не так круто прописан интеллект искусственный, как, допустим, в том же самом Last of Us 2. Так, подожди, давай деда грохнем. Вот. Кухонный нож за него. Вообще балдеж. Ну, в принципе, тут хоть как-то пытается искусственный интеллект тебе противостоять. Они типа толпой сразу нападают. Они не ждут там, пока ты расчехлишься и всех поодиночке перегасишь. Неплохо. Где мина? Вот она где-то пикает. А, вот она. Аккуратно. Чик. Че же эта мина тут охраняла? Немного денег. Такое. Так, подожди. Я слышу скрип. С левой стороны. А, вот. Здоров, Арисак. Я отлично. Единственное, что отпуск заканчивается. Это немного печально, но когда-то же не все коту масленица, правильно? Так что скоро вкалывать. Скорее всего, числа 2-3. Старая курительная трубка. Ну, да не то чтобы прям плохо-то. Я же говорю, не все же время в отпуске тоже надоедает, знаешь, ни хера не делать. Как же эту бочку-то достать? Что-то не могу врубиться. Так, ну, с этим участком тоже вроде все. Подожди, дальше пока не пойдем. Надо вот тут все смотреть. Ну да, кстати, а у тебя там что, как здоровье? Вроде было что-то последний раз не очень-то. Говорил ангина, там что-то такое.
Чик. Это мы отключили. Мгм. Давай, подожди, пока вот в эту тоже половину не поползем. Мне вот интересно, что вот здесь за такой закуток. А, стрела моя. Ну и слава богу. Вот что здоровье за деньги не купишь. Так что раньше, знаешь, как-то вот когда по молодухе болеешь, там типа, ну на работу все равно ходишь. Ушатываешь же тем самым свое здоровье, как бы. Я бы сейчас, наверное, все-таки предпочел, блин, на больнике отваляться какой-нибудь там день-другой, чтобы получше стало. Всех денег не заработаешь. А как туда попасть? Вот лежит бочка. Ну, блядь. Хочется ее, как в этом, в ремейке недавнешнем Dead Space чик взять, притянуть, как бы. Но нет, это не так работает. Почему-то мозг сильнее запомнил вот этими, ну, Dead Space'овские механики, чем вот эти. Не знаю, может быть. Дело во времени. Так, все, типа ты забор вот этот пересекаешь, и у тебя начинается вторая половина локации. Вот. Так. Залезть, если туда. Там змея, кстати. Вот так, по идее, пройти, и там бочка будет. Вроде так. О, змея. Сейчас по бочку сделаем. А есть дырка. Да, бля. О. Делай и гадюка. Вот тут он, где у нас тут? Где-то были тут задания. Вот, поручение. Это готово. Это тоже. Охота на гадюк. Вот мне еще 2 надо сдать. Короче, мы 2 штуки не жрем. И медальон, кстати. Он у меня как раз под носом. Вот только где он? Где он, мать его? Может быть, он где-то под этим? У меня не было второй плойки. Я этот проходил тоже на оригинальной консоли, но уже в сознательном возрасте. Вообще первый раз я резик увидел на ПК у себя. Я ее поставил, поиграл. Чуть пальцы нахрен не сломал от этого корявого управления. Если помнишь, оно там было не очень удобное. Вот. И это хер забил, короче, забросил игру. До конца не дошел. Затянутой показалось. Вот, а потом как-то уже сколько лет, наверное, 3, может 5 назад. Обзавелся оригинальной, консолью, короче, плойку вторую шитую купил. Болванку себе забацал. И прошел Resident 4. Мальновато показалось, кстати. Ну, потому что все-таки во вторую плойку надо, я думаю, играть на пузатых телевизорах. Она на то рассчитана. По разрешению и все такое. Вот, и еще маленько устаешь, что там преобладал в самой игре серо-коричневый цвет. Вот. Но так вообще, на тот момент игра была просто с копыт охерительная. Там и графон какой был. Улетный просто. Вот. Но она считает, типа,
Ну, одна из немногих настолько графонистых, ну и продолжительных по времени игр на вторую плойку. По крайней мере, она мне казалась очень длинная. Сейчас у меня идет 3 глава, получается. Ну, в среднем, ну, часов за 20 игру проходишь, да? Ну, если не, ну, как бы первый раз. Да, кстати. Но это и первый резик, который уже никак к резикам особо не относится, который уже конкретно стал боевиком. Они тут более в экшен упор сделали. Ну, да тоже неплохо. Вот, кстати, эта бочка. Но эту игру могли бы как-нибудь вообще по-другому назвать, и ничего бы не потеряла она. Да блин. Да, блять, надо говорить, придурок. У тебя бабка с мачете несется. Да давай. Неплохое нововведение арбалет. Но зато ножи стали ломкими. Но нож все-таки ближний бой, как бы, всегда был. Так, а давай-ка спрыгнем. Сколько их там? 2, по-моему, да? Вот, они меня ищут, ходят. Ну-ка, мужик, ну, до свидания. Ой, я случайно. Леон тут начал немножко эти еще, видишь? Штуточки откалывать за 300. Какие посредники? Ты про сайт, который игры продает? Ау! Надо спрей сожрать. Как он мне переебал-то хорошенько. Вот так. Блять, он мутирует. Можно было его кортиком, конечно, запороть, но ладно. Ну, я тут на средней проходил. Но Акума это, я не знаю, это для этих, для сверхразума, наверное. У меня бы просто пердак не выдержал нахрен на Акума проходить. Как бы это можно придрочиться, но типа полгода за одной игрой сидеть, такое удовольствие. Не любитель долго задерживаться на одних и тех же играх. Да, использовать. С рыбой, блядь, шароеблись. Которые на плати продают аккаунты, ключи активации, подписки, игры и так далее. Они разбогатели, стали олигархами пресловутыми. Нет. Нет, не стали, потому что... Ну, ты видел, сколько там продавцов? И не факт, что этот продавец, как бы, много игр-то продал. Ну, типа, у него игра стоит 5-хатку, да? Ну, продаст он ее 2 раза. 3 раза. Не шибко-то и деньги. Олигархом от этого не станешь, это точно. Я, кстати, 2 стрелы куда-то просрал. Не помню, где он. Ну вот мне за Deluxe Edition вот такую головолом, короче, дали. Вот такую, Страж 9. Это у нас арбалет. Вот арбалет добавили. Добавили ломкость ножей. Вот таких маленьких теперь раздаешь. Ну, раздают они. Ты из них можешь крафтить стрелы. Стрелы можно из врагов вытаскивать. Я думаю, это прикольно. Хорошая экономия. Так, и давай, наверное, что? Докрафтим вот это дело. Чик. Стрелы заодно. Подожди, я же скрафтил стрелы. Почему у меня до сих пор 18? Ладно. Может быть, больше нельзя с собой носить. Каратель еще продается. Ну, это по классике. Там же
Ну, вообще, в принципе, в 4-м резике было прилично так оружие на выбор. Кстати, один тоже из этих, какого... Один из первых резиков, который такое обилие оружия в целом выдавал. А, кстати, интерфейс я только сейчас вспомнил, точнее, вчера какой-то обзор смотрел на ластуху. Вот интерфейс прям, рифт и все такое, вот прям с Last of Us взяли. Просто содрали. Копипастом, короче. Но я не говорю, что он был плохой. Довольно-таки удобная хрень. Опа. Живой еще. Нормально. В принципе... О. Ладно. Да, кто же эту песню-то, блядь, поет, я не помню. Бля, не Пугачева. Не помню кто. Так, жетоны я все, да, пощелкал. Ок. В принципе, как и мужиков, вроде как. Вполне норм, если аккуратно, потихонечку зачищаешь. Весь этот пиздец паровозом за собой не тащишь. Как в самом начале игры было. Это норм, отбиться можно. А вот что-то автомат Томпсона я не помню. А, ну если бесконечный боезапас патронов. Ну, РПГ помню, кстати. Бесконечно, если бесконечный боезапас патронов, то это, скорее всего... Пугачева поет, я понял. Это значит, что это игра плюс, по-моему. По-моему, за игру плюс такие приблуды-то давали у нас. Никак иначе. Ну, обычно же как, на плойках, типа... Ну, на второй плойке часто игры были как... Прошел игру, вот тебе бесконечный боезапас патронов. Типа в этот, какого... Silent Hill, помню, был этот, какого там, когда проходишь третий, по-моему, третью вроде часть, тебе там меч джедая, что ли, дают. Что-то такое. Или когда на определенную концовку что-то заканчиваешь. Да. Угорали они так, я помню. О, бензина нашелся. Ну да, проходишь полностью игру, и если ты заново начинаешь, она тебе получается как игра плюс, вот тебе еще плюшки, типа, вот тебе автомат, там лазерный меч, ну смотря какая игра, короче. То тоже знаешь, смотря какой блогер, типа, ты набираешь плойка 5, тебе будут плойку 5 рекомендовать, набираешь Xbox, тебе будут Xbox хвалить, вот и все. Тут надо самому решать. Единственное, что скажу в плюс плойке. То, что нужно. Скоро у нее будут несколько игр эксклюзивных. Но в минус ее то, что консоль сама по себе жадная. Консоль будет вытаскивать у тебя просто все финансы, которые у тебя есть. Какие эксклюзивы, кстати, будут ближайшие на плойку? Ну, как минимум Silent Hill, допустим, ремейк. Не знаю, как бы и то хорошо, но, короче говоря, Xbox это про старые игры, про Game Pass. Про старые игры натянутым разрешением до современного. Плойка, ну не знаю, да у них там тоже особо игр нет. Я как бы тоже за ПК. Я тоже за ПК, как бы, но видишь, если чисто вот осматривать только консоли, то не знаю даже. И то хорошо, так, по большому счету. По производительности они типа одинаковые почти. На каких-то играх, кстати, жалуются то, что наоборот, оптимизация хуже на Карабоксе. Вот, что у нас последнее вышло? Dead Space, по-моему. Вроде плохо на Карабоксе идет.
Хотя вообще, по идее, на всех консолях оптимизация такое себе. Как бы, чем ПК хорош, то что ты всегда можешь себе накрутить разрешение, какое хочешь там и так далее. Консоль, скажем так, это такое дело, то что ты сначала вкладываешь чуть-чуть, но потом ты тратишь бешеные бабки на игры. ПК ты сначала вкладываешь много, но потом у тебя игры дешевле. Да и все равно, как ни крути, все настройки и так далее будут лучше на ПК. Ну, все зависит от какая у тебя видюха. Можно просто взять, допустим, самую популярную какую-нибудь, знаешь, карту там 1060. Вот эта игра у тебя точно пойдет на 1060. Да, на минималках, да, какие-нибудь средние настройки, но она пойдет. Как бы, why not? Почему бы нет, как бы. А 1060 то же самое, она сейчас стоит-то немного. Так что, по идее, сейчас даже, наверное, 3080. Это отличная видюха. Я вот себе тоже, блядь, руки чешутся 3080, но бабок нету. Я хочу себе тоже 3080. Они сейчас, мать его, в DNS сотку стоят. Пиздос. Нету лишней сотки, к сожалению. Сейчас босс будет, Дельлага. Ну, говорил я в курсе насчет твоих вертушек. Будем надеяться, что они их починят и все будет заебись. Погоняй потом, когда тебе карту вернут, ты ее погоняй. Тудым-сюдым, короче, дай просраться и как следует. Только малейший косяк заметишь, нахер сдавай сразу же, пускай бабки возвращают. Даже не разбирайся. Хотя там, подожди. Там, по-моему, нельзя, да? $75. Не знаю, у нас в DNS, по-моему, сотку она стоит. 3080 Ti, я имею в виду. Я хотел бы, чтобы 12 гигов оперативы был. Ой, оперативы, блядь. 12 гигов процессор. Ну, видеопамять. Короче, ты понял. Давай, показывайся. Дель, мать его, лагу. Моби Дик прям просто. Прикольный босс, наверное, в детстве просто все обосрались в этот момент. Бля, не попал. А, или попал. Что-то зафиксировали какое-то там попадание. Это все? Я там Xbox хорош тем, что там еще есть Quick Resume. Память терабайт. Консоль тихая, геймпад качественный, сама консоль по дизайну неплохая. Так, не, ну смотри. Геймпад, в принципе, и на плойке-то на 5 тоже неплох. Ну, памяти чуть поменьше. Консоль тихая, но... Они все особо-то не шумные. Вот, к примеру, в 4-ю плойку пад версию запихиваешь диск Last of Us 2, и она, блядь, просто работает как взлетный этот, как турбина, блядь. Так нет, он, видишь, он по гарантии ее сдал. Так что он без денег. Так что в этом плане пока нормально, он сэкономит. У него кулера немного свистят, короче. Вот. По гарантии сдал, должны отремонтировать. Если нет, просто сдавай нахрен ее. Бери просто другую. Какую-нибудь 3070 возьми с доплатой. 10 доплатишь. Зато уже чуть-чуть получше будет. Так, давай, наверное, сейчас чем?
Да и лаг этот замочим. Пойдем на перекур. Че, покажи свои басоста. А, я теперь должен угадать, с какой стороны эта падла пойдет. Эх, достал, слушай. Целиком сожрать решил? Так, теперь он на таран будет идти. Быстрей. Все, попал. Так у тебя кулера-то, по-моему, тоже не сразу начали шуметь. Или ты сразу заметил, как только купил его? Бля, мне сейчас лодку разъебет, походу. Да. Почти. Что там, 30-ки хороши, у меня мой максимум настройка в Тарков, тендер. Заебись тянет. Вообще, я, безусловно, даю предпочтение Xbox, скажу честно, на плойке игры мне больше нравятся. Да, плойка всегда, как бы, ну, эксклюзивами славилась, но, мать его, сейчас пока, по факту-то, никаких эксклюзивов нету у нее, кроме Demon's Souls. Ratchet и Clank, ну, такое, как бы. Нету аргументов у нее, чтобы Карабоксу противопоставить. На Карабоксу есть аргумент Game Pass, допустим. Так что... Ну и цена, кстати. Между ними, по-моему, цена в магазинах у нас в DNS вроде как почти 10 косарей. Почти 10. Там 6, что ли, или 8. Не помню. Так, этот дружок-то... О, все, хана. И меня сейчас сожрут. Хуяк. Прикольно. Ну, 40, 80, 40, 70. Да, конечно, выпустят. Все выпустят. И TI будет, и все остальное. Просто попозже, наверное. Так они нахрена они сейчас эти 40-е версии-то нужны? Это ж полный апгрейд компа нужно делать, чтобы туда ее сначала запихать просто. Начиная от материнки, которая будет поддерживать эту видеокарту. Там просто корпус, блок питания, как бы. Они специально, наверное, еще такими громоздкими еще делали, чтобы они это как бы... Чтобы ты побыстрее комплектующие поменял еще дополнительно. Ну, типа, сгорел сарай, гори и хата, короче. О, он не попал в меня, смотри. Я ушел. А чё меня на веревке? А чё на меня на веревке не тянет? Надо же, не покоцал. О, поехали.
Мне кажется, или в оригинале он посложнее немного был? Да нет, вряд ли много, блядь. Ага, короче, оказывается, в эти штуки тоже врезаться нельзя. Контролем, короче, куда ехать. Это ж только 3 глава. И, по-моему, или 7, что ли. Или... Да, по-моему, в оригинале 7 было. Ну, типа, даже пол игры не прошел. Ну, надо думать, второй только стрим по ней. Куда ты делся? А вот и он. И Джонни. Ну давай, давай. Без комментариев закидывай его этими штуками-то своими. Блять. Надо как-то на опережение, да, наверное. То есть чуть-чуть в сторону. Фига. Ой, попал. Точно. Не совсем понятно, когда уходить. Бля, его сдохнет, да? О, все, зарубили. Получено достижение рыбалка. Мне кажется, в оригинале он все-таки посложнее был. Кровушка. Глава завершена. И чё там у нас? Результаты главы. Да ладно. 79,7, короче. Меткость что-то у меня не очень стала. Да нет. Кстати, ему тут как его... Тут ему паразита раньше, чем в оригинале вхерачили. Он уже с паразитом. По-моему, с 1 главы сразу же, или со 2. Некоторые моменты местами поменяли. И чуть-чуть изменили само положение дел. Жертвенный агнец, ты примешь нашу святую плоть. Все начнется сейчас. На рассвете ты тоже станешь одним из нас. Обретешь мой священный дар навеки. А это глюк или в реале? Не, ну это глюк. Все. Подожди, если это 4 глава, то тут больше, чем 7 глав, скорее всего, как в оригинале. Тут, значит, какие-то события были добавлены.
кстати, в лодке дырка неплохая. И, по-моему, мы же могли в оригинале плавать вот по этому озеру. Могу я сейчас так сделать? А, и все, пиздец лодки. Гнездо — это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. В оригинале, чтобы больше лута собрать, ты можешь на этой лодке еще по озеру проплыть, как бы, и не с резкой идти, а наоборот по длинному пути. И у тебя больше там всякой хрени можно собрать. Тут решили поэкономить, короче. Лодку сразу поломали. Шапочка. Коповская. Понял. Торговца надо найти, сдать ему квест с этими гадюками. Это раз. Это раз. Пока давай не будем ничего делать. А есть какая-нибудь? А, ну подожди, я же недавно сохранялся. Сейчас будем тут чистить. Давай, короче говоря, на перекур. 3 минуты, я сейчас подойду. Если с причала в воду, да-да-да, кстати, вот, ты с причала, короче, стреляешь по окушкам. Вот, и чудище выпрыгивает, тебя съедает. Да, это я помню. Ну, лодку тут сломали, и все, ничего не сделать. Ладно, давай, сейчас я подойду. 3 минуты. Поехали. Так, здесь у нас все, да? Пошли. Ой, не туда. С правой стороны они где-то. Я их не вижу. Ощущение, что они где-то наверху трещат.
Подожди, а если в обход пойдем? Типа можно всех посмотреть? Вот, еще нычка какая-то. Не могу вспомнить, в оригинале был ли у Леона фонарь. По-моему, достаточно светлая игра была. Угу. Мне типа туда? Подожди. Типа нелинейность коридора, что ли? А, нет, все. Коридор заканчивается на этом. Да, они где-то тут наверху. Что-то про обрезание орут. О, ну наконец-то мы посмотрим полную мутацию. Вот, ой, какой мерзкий. В смысле? Его что, не убить? Так, это странно. Пробуем еще раз. Типа, если он мутировал, то стрелы их не берут, что ли? Паразиты, вылезающие из тел некоторых врагов, чувствительны к яркому свету. Против них особенно эффективно оружие, выпускающее свет. Типа, для этого нужны световые гранаты? Они это имеют в виду, что ли? Так, ну... Потом будем экспериментировать. При длинном коридоре. Почему он не дохнулся? Блять, ему похер вообще на все. Ай, не спрятаться от него. Бля, тут еще толпа. А как его завалить-то, я что-то не врубаюсь. С этим-то понятно. О, наконец-то. Блять, там и второй мутировал. Угу. Очень интересно. Чего, бля? Чего, блядь, мутировал он. Мне интересно, почему нельзя было его замочить вот с арбалета. Ну, типа арбалет тут равносилен пистолету. Почему это не сработало? Будем экспериментировать, короче. Ну пока норм с пистолетными патронами. Пока выдают. Плюс еще крафтить можно. Что это за место? Ну, это явно темная пещера. Что это за место? Святилище, что ли? Интересно, головоломки будут? Тот же символ, что и в церкви. Ну, немного похож. Это и есть ключ? Подожди, а как? Ну, да, не эту штуку.
Не эту штуку сюда вставлять, это точно. К этой крутилке я больше подойти не могу. Ладно, пошли дальше. Озеро. Угу. Ну вот эта делегата посередине. Хорошо. Посмотрите 2 точки на карте. Две точки на карте. А как, если у меня лодку сломали? Как я туда попаду? Наверное, коридор по-любому приведет. Ключ от старой часовни. Подожди. А это тот самый ключ, который крутить можно? Вот такие же ящики мне еще попадались. Открывает деревянные часовни в разных уголках деревни. Вот. Охота за яйцами. Люди, принесите мне редкое золотое куриное яйцо. Для чего оно мне нужно? Я вам так скажу. Меньше знаешь, крепче спишь. Продать золотое куриное яйцо. Нет данных. 1 штуку. Ну, найдем, продадим. Чё? Нет, так нет. Ага. Вот еще лодка. Уже заправлена, кстати. Так, и куда мы плывем-то сначала? Давай, наверное, в дальнюю точку. Потом сюда. Ладно. Давай в дальнюю. Не очень-то удобно. Я камера как-то не очень поворачивает. Вот сюда мы можем уже заехать, правильно? Блядь, я ни хера не вижу. Короче, на лодочные права я не сдал. А, ну я тут был. Здесь я сломал. Ну, вот эта лодка разбитая была. Убогое управление лодкой. Точнее, камерой. Какой-то закуток есть. Давай к нему. Тут курица до хрена. Может быть, одна из них выдаст мне яйцо золотое. Ну-ка, куры. Может, подождать надо? Какое? Ну, это обычное коричневое. А золотое это где? Золотое куриное яйцо, вот оно. Это я возьму. Согласен. Я и все яйца заберу. Продадим. Они хоть дешевые, но все равно хоть какая-то валюта. Так, по карте, что у нас еще? Поселение у озера. Тут вот куча, конечно, этих. Давай, наверное, ломанем в поселение у озера.
Вон там, живчиков сколько. Оп. Вот, деньги просто на дороге валяются. Токийский дрифт на лодке. Я хоть правильно еду? Ну да. Я тут был или нет? Что-то не могу врубиться. Ходу нет. Такая Мила Йовович. Ну, вообще Мила Йовович, ее же это какого? Ее же муж снимал. Ну, поэтому она во всех частях Резидента была. Потому что муж режиссер. В принципе, слава богу, что ее нет. Как бы, ну, зачем? Игровая вселенная это раньше появилась, кстати, чем она. Так, да. Вот тебе первый сундучок нашелся. Жемчужный браслет. Отлично. Бля, ну слушай, это какое-то прям подобие открытого мира получается. Типа в тех местах, в которых ты не был, вот, пожалуйста, плыви. Потом дальше продолжим коридор, да? Только тут раньше светлее было. Я, наверное, если сюда пойду, то нарвусь прямым ходом на этого, блядь, какого? На гоблина здоровенного. Открываем. Это срезка. Мне так кажется. Кто-нибудь сходите на озеро и поймайте здоровенную рыбу, которая там живет. Рыбий жир очень полезный продукт, между прочим. Вот фотография вам в помощь. Продать огромного окуня. А я его выкинул, да? А я не знаю, тут они как-то появляются, сестры эти с бензопилами, а потом вжух их нету. А тут враги такое ощущение, то что рандомно. Я помню, когда-то сюда шел, тут гоблин здоровенный орал. Он там по прямой будет. Ёпа мать. Это кто вообще? Такого точно не было. Ты чьих будешь? Ну все, я закошмарили. Что тут творится? Она явно не с побочного какого-то задания. Страшное дело. Опа, еще алтарь. Подожди, мы этот алтарь видели в начальной заставке. Это подруга Эшли. Ее тут в начале игры грохнули.
Хотя показывали то, что ей там на шею топор упустился. Да-да. Не, ну слушай, контента явно навалили, по крайней мере, для 3 главы где-то. Тут чуть ли не открытый мир. А, и все, да? Хана. Подожди. Бля, не пролезть. Тихо, 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 тихо. Где-то секретка. Где-то она поскрипывает. А, по звуку ориентироваться. Дождь мешает. А может, с обратки надо подойти? Ладно. Бля, ну скрип отчетливый. Хрен, не вижу я где-то. Сейчас, по идее, я иду в центральный... Новая псина мутирует, что ли? Ебать, ее распидорасила. Издеваетесь? Да блин. Стоять, собака. Так, та сдохла. Не, ну вот этих вот мутировавших псин точно можно завалить с арбалета. Это хорошо. А, блядь, ты не прыгай. Сука. Почему он иногда перезаряжается, иногда нет? Так, давай. Создать. Вот это делаем. И юзим. Не то. Серьезно, и не попал. Все, наконец-то я ее захуярил. 8 стрел в нее улетело. Хер знает, тут либо дамаг качать. А я так не считаю. Мне не зашла Atomic Heart. Какая-то она слишком, ну не знаю. Простенькая, что ли. Босс одинаковые. Бегаешь вокруг босса, лупишь его в рыло. И все. Бля, вот это попадос. Блять. Нахуй. Коли ножом. Блин. О. Всё, пизда. Откуда сохранение будет, интересно? По идее, контрольная точка была где-то вот тут, да. Только я заметил бабу. Так, ну дробаш, что делать? Дробаш тогда. Издеваетесь? Стрей.
Нахуй, распидорасила чела. Так, ну они сейчас все сбежались. Короче, игра не щадит. Почему? А, ну, блядь, ну все логично, в принципе. У тебя дробовик шумит больше, чем арбалет. Вот они избегаются все. Угу. Издеваетесь? Херово, что я возле стенки, блядь, стою и ни хера не могу с ним сделать. Так, давай, создаем. Да не то. Еще. Так, собака еще жива. Блядь. Нахер я смотрел в другую сторону. Черт. Все. Блядь, собака еще. Еще одна собака. Быстрей. Быстрее перезаряжайся, утырок. Блядь, я ничего не вижу. Надо как-то с угла убираться от этого. Собака еще есть? Вон она, блядь. О! Пикаем, что делать? Ай, блядь. Столько косяков. Зарядиться забыл, блядь. В углу зажали. Все мутируют к хуям собачьим. Все? Нет, не все. Он живой. Теперь все. А денег-то дали панды за эту всю свору. Короче, тусовка, походу, набирает оборот. Вот иногда ты их, ну, гасишь как бы по чуть-чуть, ну, там, по одному, по два. А иногда они просто на тебя всей гурьбой несутся, там, по 5, по 6 человек. Жесть. Тяжело отбиваться. Давай обратно арбалет. Что там у нас по карте? Поселение у озера. Подожди, а мне что, не засчитали, что я ларец этот скрыл? Да нет, засчитали. А где сокровища тогда? Где-то прям тут. Чуть слева. Оно где-то скрипит, и я не могу понять опять где. А где? Вашу мамашу. Справа. Где-то возле этого дерева есть какой-то секрет.
Вот он. Сапфир. Ту-ду-ду-ду-ду. Пошли-ка, наверное, по сюжетке. Угу. Отсюда по прямой. Я наравне стрима попробую карту почистить. Потому что это надо все локации обходить. Да, ну управление, конечно, оставляет желать лучшего лодкой. Неудобно. Торговец вроде внизу, вот в этом домике должен находиться. Еще какие-то материалы. Что бы это значило? Вот какие-то символы тут. Ну, фильмы про выживание людей, скажем так, в определенных условиях. Куб первый мне нравится. Второй, по-моему, когда-то смотрел один раз, ну не особо зашел. Третий вообще не видел. Таких фильмов, кстати, много. Это ж типа тоже тот же самый куб, там, та же самая игра в кальмара, там, знаешь. Так, 3 змеи, подожди, это надо записать. Это какой-то пароль. Это какой-то пароль. Ну, по сути, да. Есть там то же самое, игра на выживание. По-моему, так называется. Ну, короче, таких фильмов полно. Так, давай, 3 каких-то змеи. Вот так вот. Сейчас будем символы на перспективу еще смотреть. Так, ну вот этот по-любому. Какие-то тут штучки полукруглые. Вот только что-то третий я не могу понять, как его тут составить-то. Вот как-то так. Пустим. Пойдем вниз спустимся, посмотрим, какие там вообще есть символы. Угу. Так.
Что-то я насчет третьего символа не уверен. Нормально. Голова богохульника. Получена голова богохульника. А что это такое-то вообще? Важные предметы. Вот эту башку мы будем в руку вставлять. Ну, ты слышал, какая у него одышка? Он 2 шага пробежится сразу же. Как астматик дышит. Ага, вот еще одна шестигранная деталь. Подожди, это головоломка в головоломке, что ли? Ну, как... Типа того. Потому что я и детали эти собирал, и вот еще одну хрень надо было взять отсюда. Голова этого богохульника. Непонятненько. Так, ну и все, по идее. Тут больше и делать-то нечего. А я думал, тут торгаш будет. Ладно. Особо не задушили. А там в оригинале что, голова Горгона какая-то была, что ли? Я вот что-то не помню насчет этой загадки. Welcome. Он тут тоже эти... Что-то там про оружие какую-то херню порит. Часовня в маленькой пещере. Тут еще одна. Подожди, еще какая-то есть. Еще какая-то есть секретка. Да, музыка как его, музыка оригинальная, она осталась. И торгаш тоже, ну как бы это все есть. Подожди. Блядь, ну почему он не может крутить камерой нормально? Вот все, вот весь угол, который я могу повернуть, башку, это вот. Сколько тут? Градусов 10-15? Я вот что-то не помню, что в оригинале было. Где-то тут еще что-то есть. Либо в этой комнате. Либо выше. Ну, прикола ради, конечно, можно очень много времени потратить на поиск сокровищ. Так, она где-то скрипит. Вот она. Блять, нахер прыгнул-то? А, вот. Все, и рубин, и стрелу поднял. Отлично. Все, все. Теперь я спокоен. Теперь надо идти в ту часть острова. Вон тут торгаш. Бля, ну тут, конечно, секреток еще прилично. Хреново то, что они, ну, такие, как бы, ну, типа, блядь, тут вот сюда херачить, чтобы просто один рубин собрать. Не знаю. Я тоже помню эту цветовую мозаику. Надо там скрестить вот эти вот цвета, там что-то синий, красный, зеленый, по-моему, да. Мелкий мальчуган это этот как его. Тут его с дедом сделали, типа карликом, короче, каким-то. Если я не ошибаюсь. Так, поплыли, короче, вниз.
Можно сюда заглянуть. Тут какая-то еще приблуда есть. Но я могу и не открыть эту хрень. Короче, давай просто по прямой посмотрим. Что это за секретка такая? А, я же там собрал как раз 2 части. Вот здесь я лодку заправлял. И тут, по идее, должна открыться секретка. Если это секретка вообще. Блять, ненавижу эти пятнашки. Давай сюда. Сюда. Теперь начинаем мудохаться, крутить. Так, это наверх. Угу. Нет, стоит правильно. Вот это стоит верно. Вот это стоит неверно. Вот так. Не знаю, может быть, им за детей что-нибудь предъявили. Не знаю. Так. Тут изначально неправильно, да? Не любитель пятнашек. От слова совсем. Угу. Это надо вниз поместить. Верхнюю часть. Кстати, вот этим моментом Скорн не зашел, потому что там подвинутые загадки были. Ну, надо же, что-то получается. Нихуя не получается. Ну, а теперь центр как? Так, мужик в центре, хорошо. Дело в том, что ты вообще опять начинаешь все путать. Ну, обычно как эти пятнашки решаются? Ты просто крутишь, пока у тебя что-нибудь не получится. Ну, блядь, на это может так много времени уйти, что полная жопа. Я, блядь, вообще все перепутал. Или нет? Так, вот эту бы часть. Как-то бы мне ее повернуть. Подожди, а если выйти, то все заново, да? А, нет. Короче, как накрутишь, так и будет. Дожидаться тебя она. Хреново.
Тут можно очень надолго попасть с этой хрени. Я, по-моему, еще больше только все запутал. Мне терпения не хватает уже. Это говно. Ну, видишь, у всех разное комьюнити, скажем так. Короче, хрен с этими шестиугольниками. Сейчас только время терять. Эта пятнашка, эти пятнашки, они решаются чисто случайно. Как по мне. Не знаю, может кто-то специалист, конечно, по пятнашкам. Явно не я. Где-то тут проход. Нет, не тут. Угу, вот. Ну, видишь. Кому как, интересно. Ну, типа Bloodborne, знаешь, Dark Souls разные. Бля, я опять, короче, да, приплыл. Так, тогда сюда надо. Что-то мне это все, знаешь, что напоминает? Этот как его? God of War, нахрен. Куда я припердолил куда-то? Я явно не сюда хотел, ну ладно. Без бы с ним. Пробуем тут что-нибудь найти. А, так тут торгаш и всех дел, да-да-да. Ну-ка, отметилось, что я... Угу. Короче говоря, давай, наверное, к торгашу. К торгашу. Продадим, что есть, сдадим квесты. А ты молодец, друг. Медальоны есть. Кое-что новое, чужак. Змей давай продавать. Вот они. Готов купить почти как раз то, что нужно. Угу. Молодец. Давай яйца втарим ему. Неплохо. Часики, трубка, браслет, литок. Этих ребят тоже продадим. Ну, а вот этих ребят мы, Нам пожалуй, все равно, оставим. рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем.
Ага, вот этому продавцу надо втарить его, чтобы заработало задание. Отлично. Ты профессионал. Ну да. Сам похвалишь, никто не подхвалит. Вроде все. Да, там когда он welcome. Все, что есть перед тобой. Прикрепляемые мины. Вот, улучшение для кейса. Хороший размер. Мины Но тоже главное возьмем, ведь, что вдруг внутри, пригодится. да? Так, арбалет. Арбалет, боезапас, перезарядка вот. Заношу удивлен. Скорострельность. Да? Наше Короче, мастерство полностью достойно прокачиваем такой арбалет. акции. Скорострельность пистолета. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Всё. Вот увидишь. За хорошую работу надо хорошо платить. Чем еще могу услужить? Обменять. Вот у меня 20. Ага. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Вот это уже интересно. Так, давай маску. Мы в нее сейчас эти всякие штучки Мудрый запихнем. выбор. Избитые слова, Ложка. А, но ложа для ТМП. именно После установки снижает отдачу и повышает точность. А, ну это для этих, для УЗИшки, короче. Понимаешь, не Мощный всё прицел. можно купить за деньги. Красный берил, короче, берем. У тебя нюх, чужак? И где прицел? Вот этот. Вот это берем. Хочешь продеть нитку в иголку пули? УЗИ меня вообще нету, короче. Я продаю много отличных Так, все. доброго Мужик, пути. подожди, подожди. Турурурурум. Детали. Все, мы сюда его пришпандорили, этот остался. Значит, мы сейчас прицел продаем, гранаты распихиваем. Хранилище. А? Музычка какая, да? В смысле выбросить? Хранилище. Я могу это перетащить? Я что, обязан, что ли, эти таскать гранаты с собой? Хрена не пойму. Магнума пока нету. Потом. Порядочить автоматически. Окей. Даже с этим не надо париться. Положить. А почему я не могу гранаты убрать? Я их могу только выбросить. Очень странно. Diablo 4 еще не вышло. Это только демо-версия. Кстати, которая глючная, и там у них проблема с серваками была. Да не только Magnum, в принципе, во всех частях резика, кстати, тянет. Пушки и Пушки и игрушки. Так. игрушки рифмуют не зря, чужак. Не, гранаты, короче говоря, ты не можешь, походу, в кейс положить. Так, давай мы тогда Привет. втарим ему. Где у меня тут этот прицел махонький? Вот этот. 2000 всего стоит. Не густо. С тобой приятно вести дела. Приходи в любое время. Так, теперь наряжаем маску. Ты еще что прикольно, ты можешь вытаскивать. Так, 24 тысячи она стоит теперь. Что ж, Привет. Что могу предложить? Как-то Спасибо. так. ну, там изумруды всякие, берилы, там потом. Так, лечебный, ну это понятно. Попробуй-ка Улучшить. новое оружие, чужак.
Вдруг оно спасет тебе жизнь. Держи. Согласен. Все, как ты хотел. Мало денег, Всё. чужак. Итак, ты только там не убейся. Ладно, ты не урчи. Что-то я еще хотел сделать. Странно, почему я не могу гранаты брать в хранилище. Я их могу только выбросить и все. Diablo 4, по-моему, она что-то на июнь или на май релиз вообще, они сказали, будет. И то, может быть, его еще перенесут. Резик 4, да долгая игра, конечно, если прям, смотря чем тут заниматься. Если чисто по сюжету топить, то, я думаю, часов в 20 она обойдется. А если еще и собирать всякие сокровища, то можно и на 50 растащить. Так. Странно, что с гранаты. Гранаты нельзя переместить. Ну ладно. Давай сохраняемся, короче. Трунь. По-моему, май вот релиз Diablo 4. Или май, или июнь, но я могу путать. Не скажу точно. Патроны винтовки. А давай, наверное, сюда греха таить. Давай для винтовочки мы сделаем патронов. Пригодится. Теперь. Вот в эту область, короче, идем. Какой-то побочный квест, что ли, или что-то такое. И вот здесь по факту надо оказаться. Через сарай. А, нет. Не через сарай для лодок. Оу май. Так-то у нас что, ближайшее в апреле у нас, по-моему, выходит этот, как он, джедаи. Джедаи выходят. В конце апреля. Так, мне надо назад. Не в одну часть Диабло, но, блин. Я бы не сказал, конечно, что ты прям много чего потерял, но это легендарная игруха. И очень старая. Ну, типа, первая часть выходила еще на PS1. Так а что мешает? Возьми, поиграй, когда, когда видюха придет. Потом скинешь этот, как его. Просишь, я тебе или название сайта скажу, или ссылку дам. Купишь по дешевке и вот полобаешь. А какая разница? Спрос. Все равно сумма-то. Просто, ну, на том сайте не факт, что скоро скидка будет. Не попал. Да, блять, лысый. Неужели? Так и знал. Согласен. Не, можно. Можно его завалить. Черт. Черт, а почему ты не перезаряжаешься? О, хреновенько, конечно, но попадает. Много стрел надо захерачить. Надеюсь, я сейчас все соберу. Тихо, тихо, тихо. Мужик, не кидай. Блять. Ты долбанет. Как оно у него не попадает-то, я не понимаю. Блядь, ну этого надо, как только он закидывает в тебя гранату.
Ладно, может он с ней в руках, ну, тоже нормально. Сейчас у меня стрелы как кончатся. Слушай, на карте даже стрела отмечена, где ты оставил. Неплохо. Так, ну пошли стрелы собирать. А? Где он? Прям в лобешник, отлично. Успею, нет? Вот так. И сразу подох. Вот, бля, иногда просто на каких-то надо очень много стрел херачить, а кому-то и одного удара со стрелой хватает. Как это работает? Оп. Ну, почему стрелу не забрать? Она потеряла я стрелу, короче. О. Под каким-то там неимоверным ракурсом я ее взял. Ну, также 21 стрела. В принципе, пока наваливают обычных кухонных ножей. Можно и стрелы делать. Так. Я думаю, шуметь тут или нет. О, какой. Прицел. Здрасте. Давайте всех сюда. Он там мутировал. Клеточку откроем. Чик. Не мешало бы вот сюда прицел. Хера с два, я в деда не попадаю. Пошел тогда. Тут еще парирование, кстати, ввели. Каким-то странным чудом еще можно парировать этих ребят. Но не всегда, естественно. Разряд сюда побежал. Подожди. Подождите. Стойте, подождите. Стойте, подождите. Так, давай по очереди. Ну, видишь, что творят, да? Черт. Черт, так перезаряжайся ты. Я туда не пойду. Да, блядь. Второй вылез, нормально вообще. Согласен. Прут и прут. Отлично. Так, Леончик, давай-ка. Леня, сможешь. Да не туда. Гатса из Берсерка. Я не смотрел, кстати, Берсерка. Блять, меня тут скорее спалят просто. Давай, пистолет опять. О, пускай сами горят. Ок. Не знаю, мне кажется, местами она гораздо лучше сделана даже, чем 8-я часть. Да охота, наверное, снайперку все-таки как-то поэкономить. На рядовых врагов как бы патроны такие декоративные спускать не очень хочется. С пистолетом можно. Вообще бы я снайперку бы хотел прокачать еще. Точнее, другую получить, прокачать ее. Потом как-то, может быть, попробовать поактивнее пользоваться. Хер его знает. Ой.
Ой, здрасте. Блять, они с двух сторон, да? Снова бежим назад, что делать? Успею, нет? Вот это. Да, блять, не успел. Как пиздать, деда порвало. А, тихо, блядь. О, тихо, тихо, ребят. Пропустите. Пусть горят. Они, короче, сами себе подставу сделали. Неминуемую просто. Так, и давай полечимся. Хилов не очень много, но что поделать. Здрасте. Здрасте, остатки, колбаски. Бля, ну эти стучата по-любому никогда не промахнутся. Успею, нет? Бля. А так всегда думаешь, что успеешь. Двоих С ебанул. дороги. Вот это балдежно. Вот это заебись. Богоугодная хуйня. Так. 2 метра я еще дальше прошел в этой, какого, пещере. А вон еще гуляют. Вон он стоит, прячется, сучонок. Теперь можно снайперку использовать. Блять, ну как Ванька встанька. Не. Он пошел, короче, ко мне, но, блять, он мутировал. Как вариант. Так, где-то тут я секретку забивал, вот она. Желтая, а где зеленая трава? Так, еще раз, давай, мне все-таки эта теория интересна. Так. Ага. В оригинале, когда ты светоприборы какие-нибудь сбиваешь, там от них золото вылетает. Ну, не золото, драгоценности вылетает. Тут нет. В общем, я больше это пробовать не буду. По факту это тут не так работает. Где-то еще, походу, стрел понаставлял. Хотя нет, 22, все верно. Что, какая-то секретка, что ли? Ну да. Вон она. На перспективу сейчас будем зырить символы. Давай зарисуем, что делать. Так, какие-то тут полукруги со штучками. Окей. Теперь тут посмотрим. Ну, примерно так. Чик. Это сюда. И это как-то вот так. Эти символы внизу, да?
Я думаю, что-то скрипит тут. А где он? Блин, она же где-то тут. Ладно, давай третий символ зарисую. Где секретка-то? Блять, она скрипит прям тут над ухом. С правой стороны. И вот где-то тут. Вон она. Серебряный же там. Это мы потом автомат забахаем. Который нам этот... На стрельбище, короче, автомат. Так, вот это потом вот этот символ. Вроде этот. Нет. Но вот этот точно. Вот этот. Да. Слава богу, что эти штуки решаются просто. Ну они потому что сюжетные. Голова еретика. Все, тут никаких больше секретов, сокровищ. Все, нам теперь сюда. Ключ от церкви. Да, до конца буду проходить. Если она будет немного душить, короче говоря, я просто этот... Бля. Я просто перерыв сделаю на какие-нибудь другие игры. Ну, добью. Но будем надеяться, что не придется перерыв какой-то, ну, делать. Пройдем сразу же. Игра-то неплохая. Играется отлично. Как бы все есть. Единственное то, что если только много времени надоест тратить на поиск сокровищ, тогда да. Ну, можно же их просто не искать, а проходить по сюжету. Ну, там есть 8 котелики, допустим, да? Так у плойка-то тоже, видишь, плойка, они же говорят то, что чтобы нормально получить удовольствие, покупайте еще покупайте еще и телевизоры хорошие. Так что будет коробокс или плойка, неважно, если у тебя есть 4 котелек, то ты в любом случае кайфанешь. Угу. Я тут был. А есть разница, какую голову куда ставить? Видимо, нет. Сколько стоит? Ну, смотря какая фирма еще. Но я бы не стал за фирму переплачивать. Типа купил какой-нибудь Dexp там. Главное, чтобы он работал. Да и сюда он... Sony иногда, вот, допустим, к примеру, Sony, там, Philips какой-нибудь. Они чисто за эмблему свою 10-ку накидывают. А то и 20-ку просто. Хотя, по сути, изображение, ну... Не знаю, не особо отличается. Типа того. Так что...
Не знаю, я бы не стал точно за фирму переплачивать. Просто по факту приходишь в магазин, смотришь, какое там есть разрешение у телевизора. Там всякие, чтобы выходы HDMI было побольше. Там смарт-ТВ, к примеру, до кучи. Если тебя телевизор устраивает, диагональ, там все есть, как бы, то зачем переплачивать больше? А так они стоят. Я вот свой, по-моему, за 40, по-моему, брал. Или за 40, или за 47, что-то такое. Ну, ничего, как-нибудь поменяешь. Сейчас, в принципе, телевизоры не очень-то дорого стоят в 4К. Как бы эта технология уже норм. Ну, и по обыденности стало, что ли. В 2013. Угу. Ну, старенький уже. Я свой телек не очень давно поменял, потому что, ну, старый подох у меня. Просто в один определенный день он просто перестал включаться и все. Поэтому пришлось идти покупать. Гнездо, это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи орленка. Да, Тебе надо-то болтать ищи. некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Я думаю, может быть, хрен с ним прям совсем сокровище. Все равно так или иначе ты эти точки посещаешь. Ну, типа тебе так или иначе, я вот здесь сейчас мимо пройду. Опять с этими шестигранниками попариться можно. Потом по дороге вот сюда можно заглянуть. Но так или иначе я окажусь здесь все равно. Так-то тут сокровище еще, ёбаная тьма. Короче, наверное, будем собирать по дороге все, что просто получается собирать. Нет, так нет. Все сокровища. Ну, как бы нахрена. Ну, хотелось бы вот эту загадку решить. Скрафтим что-нибудь, нет? Не хватает. Давай еще 5 минут я тут покручу, поверчу. Нет, так нет. Ну, эту хрень по-любому, только чисто случайно можно накрутить тут что-нибудь. Как-то мне никто не объяснял, есть ли какая-то тактика вообще по решению нашек. Я всегда просто крутил. По теории вероятности через какое-то время у меня должно получиться. Бля, вот все бы ничего. Ну, извечная проблема пятнашек у тебя. Вроде все совпадает, но все да не все.
Я вам еще больше, да, запутал с каждым разом. Ай. Как-то я что-то бездумно все это кручу. Жоп. Ну тут в конце есть какое-то сокровище. Пойдем сбегаем. Вот опять же, как его пропустил? Вроде тут все осматривал. Ну, хорошо, что новых врагов не появляется. А то как Dead Space было бы, они тут вылетали бы просто каждые 2 секунды. Что это за сокровище тут такое? Не, ну эти чуваки, конечно, легендарные, но неудержимые. По-моему, я что-то начинал смотреть, но я вообще, в принципе, не любитель боевиков. Вот это сокровище. Все, да? Угу. Уходим. О, это стрела моя, да? Которую не достать. Вот печально, то, что иногда стрелы, блин, просто в текстурах теряются и все. Ничего ты не сделаешь. Но на тот случай тебе тихонечко выдают небольшое количество кухонных ножей для крафта. Стрелы штука неплохая, но со своими нюансами. Хорошо то, что их можно из врагов вытаскивать. Слабенькие они.
Чуть-чуть бы убойности добавить было бы клево. Так. Бля, будем надеяться, что я правильно иду. Торгаш, а мне есть что-нибудь ему Только продать? лучшие товары. Гранату только я могу ему втюхать. Ладно, давай сохранимся. Ну, правда, странная фигня, почему я не могу убрать гранаты в хранилище. Может, туда только оружие помещается? Так. Иду я верно. Чик-чик-чик и сюда. Сейчас скоро босс будет. По соседней комнате где-то тут должна быть нычка. Вот это что ли? Да, слушай. Она и есть. Вот, светильник с бабочкой. Сейчас мы его тут же оприходуем. Ну, также, да, запихиваем один синий. Если что, потом желтый как-нибудь надыбаем. Дороже будет стоить. Все. Это же оно? Да, это оно. А вот и босс. Да-да. Второй босс в игре. Здоровенный гоблин. Что-то там про Лас Плагас он говорит. Ни хрена себе. Согласен. Но они прикольные. Ну ты Так. здоровяк. Что мы на него для начала потратим? Давай, наверное. Давай, наверное, пистолет потратим. Или дробовик. Ты тоже червивый. Да-да. Блять, не успел, по-моему, да? Склониться. Подожди. О, ну и дела. Резко атаковала. Так, бля. Steam. Я думаю, стоит ли вот этой херней страдать? Или так сойдет? И как здоровье-то тает. Черт, вот же упырь. Согласен. О, тихо, тихо. Давай быстрее, вот. Лупим его так же, как и в оригинале. Чуть-чуть дешевле, мне кажется, его можно было пройти. Вот, это мы потому что собаку спасли от капкана. Теперь она будет его отвлекать. Привет, пес. Так, ты домик-то поставь. Бежим, 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 бежим. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, мне походу лечиться-то нечем. Если что, я лучше переиграю, кстати. Падает.
Все, нажато нет. Вот дрянь. Согласен. Ау, ну да. Давай попробуем переиграть. Что-то мне этот расклад не очень понравился. Кучу урона пропустил просто так. Так. Давай, начинаем с дробовика. Потом все остальное. Черт. Можно, конечно, в домик забраться. А вдруг там что-то есть. Ну, мало ли, может быть, он этот домик ломает, и потом как бы все. Как бы что, как бы все. Так. Быстрей. Это яйца мне дали. Нужны они мне 300 лет. Так, дружок, давай. Черт. Неплохо он грохнул по мне. Так, Ты тоже ты. червивый. Да стой. Ты. Падай. А чем его, интересно, надо будет лупить, когда у меня закончится нож? Вот и псина. Интересно, если долго тупить, он собаку завалит, нет? Отлично. Давай, падай. Все. Ножа нету. Блин. Согласен. Но много патронов, кстати, у меня на этот как бы. Собака жива еще, хорошо. Хочешь помочь? Я не против. Все делаешь правильно. Молодец. Быстрей. А мне чем мне его бить? Ножа-то нету. Все, замочили. Отлично. Ох, черт. Желтый Это алмаз. было опасно. Ну тогда чё? Мы этот желтый алмаз сразу сюда и запихиваем. Так. Нужно идти к церкви. Подожди, может быть у нас какие-то секреточки открылись, еще что-то. Вот тут. Где-то что-то валяется, по-моему. По правой стороне. Угу. Это я в домике то, что собрать не успел.
Как раз вот тут их мало. Будем их пока делать. Не зря экономил. Хроника вскармливания. 6 месяцев у него едва прорезались зубы, но он уже тащит в рот все, что попадается на глаза. Он еще не умеет ходить, но уже заглотил целиком собаку. 9 месяцев, он уже больше меня и продолжает расти. Здание ратуши стало для него слишком тесным. 10 месяцев продолжает расти даже после переезда в рудник. Съедает целую корову всего за 3 дня. 13 месяцев. Размахивает самой большой киркой, словно веточкой. Чуть не сожрал мужика из деревни. Ему мало еды. 17 месяцев коров почти не осталось. Такими темпами вся деревня сдохнет от голода. Мы обратились за помощью в замок. Они усыпили Светюк бы с помощью заклинания. Надеюсь, он теперь не скоро проснется. Вот здесь он, собственно, и жил. Не знаю, для такого здорового мутанта, по-моему, это лифт какой-то. Так, ну все, да? Собирать тут больше нечего, по прямой патроны будут. Спасибо, собака. Настоящий друг. Куда идем? Развилки-то 2. А, ну они соединяются, все нормально. Тут у нас ящик, бочка стояла, что-то такое. Но по логике вещей тут враги должны быть на обратном ходу. Нет, слушай, никого нет. Тише да гладь. Здесь, кстати, помню, в оригинале надо перепрыгивать было. Что это? А. О, собачки. Нет, с собачками не так, надо разговаривать. Аккуратно. Сейчас бросится. Собак должно быть больше. По крайней мере, в оригинале их было больше, чем одна. Не, никого больше. Проверяем. В самой церкви у нас какой-то секрет лежит. Подожди. Что вот это за проход, интересно? Так это сама церковь. А, подожди, я ж тут был. Ну, открывай, смелей. У-ху-ху. Единственное, вот здесь я все почти собрал. Заброшенная фабрика. Там вот я не увидел секретку. Я ее слышу, но не вижу. Деревенская площадь. Тут еще секретка, но тут Эшли нужна, по-моему. На ферме одну секретку пропустил и здесь. Но здесь я, по-моему, вообще не был еще. Так что, по большей части почти все собрано. Открываем дверь. Ага. Где-то тут сразу же какое-то сокровище должно валяться.
Прям при входе. С правой стороны. Эшли! Я хочу помочь. Поищите Эшли в церкви. Но прежде чем ее тут искать, надо сокровище найти. Возможно, оно на втором этаже. Стой, пока ничего не дергаем. Ключик. Отлично. Синяя ручка регулятора. А, не знаю. Сейчас, короче говоря, смотрим эту загадку. Но, наверное, не сегодня ее будем решать. А я как-то не слежу особо за активами Газпром. У меня вот этот, как его, друг один акции скупает, занимается этой фигней. Вот он, наверное, следит за тем, как активы работают, газпромовские. Не знаю. Ну, я стараюсь в эту тему вообще не лезть. Ну, типа, если ты в этом ни хрена не понимаешь, что и лазить. Ага. Не совсем понял, как работает. Я помню, что в оригинале как-то ее нужно было повернуть определенное количество раз. А тут немножко сменили загадку. Надо символ собрать. О, кстати, что-то такое вырисовывается. Кажется, зеленую вот я нормально поставил, но все остальные пока косячны. Надо типа стрекозы собрать. Бля, синяя мешает. О! Красная на месте стоит. Теперь синюю крутим. Все, отлично. И если я не ошибаюсь, в оригинале эта загадка хоть и крутилась в определенное количество раз, но решалась она, по-моему, сложнее. Там мог накрутить, запутать все нахрен. Короче, тут дольше времени занимало. Ну, примерно как с пятнашками, короче. А тут как-то попроще. Тут, наверное, вообще в целом несложные сюжетные задания. Но если ты хочешь прям пособирать сокровища, Ты тут? то придется попариться с пятнашками, со всякой фигней, короче. Подожди, сюда мы пока не идем. Смотриваем, что есть. Телефон ее. У меня, кстати, подобная какая-то труба была, помню. Угу. Тут она мне поможет забраться, чтобы лестницу достать. И тогда... Нет, где-то тут сокровище еще. Ну как сокровище? Я не знаю, рубин какой-нибудь сраный дадут тебе. Подожди. Но наверху, что ли? Вот я должен смотреть прямо на него.
Но каких-то скрипов я не вижу. Не слышу, точнее. Наверное, оно наверху все-таки. На втором этаже. Потому что она нечетко же, правильно? Там еще какой-то восклицательный знак. А, ну потому что надо запрыгнуть вот здесь. С Эшли вместе. Сейчас мы ее найдем. Эшли. Эшли Грэм, ты тут? Не подходи. Слушай. Полегче давай. А то подстригу. Я Леон. Я здесь по приказу президента. Зашибись. Хоть бы послушала, о чем он говорит. Сразу убегать. Снаружи опасно. Прошу, выслушай меня. Что это? Вон там. Это по твою душу идут. Инквизиторы. Догнать их. Заблудшие агнцы сбежали. Подарите же им Еще драка будет возле церкви. спасение. Лютая. Вот, наверное, резик 4 все-таки дольше в разы становится, потому что ты должен еще и за Эшли следить. Так, давай смотрим результаты тогда. Что это? Какая глава уже? 4? Да, сейчас 5 будет. Ну как 5? 5 мы уже, наверное, не будем начинать. Меткости у меня не добавилось особо. Час 37. Вот, ладно, будем на этом заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.